The continuation of this lesson is on team building thoughts. Если поговорим насчет того, как мы строим и укрепляем нашу команду, I would encourage you to, in your own time, think through some of these ideas here on building a great team. They're listed for you. пару хороших советов, как мы можем построить крепкую команду. Our notebook instructs us to circle the ones or put a check mark by the ones that might surprise you. Если у вас есть возможность посмотреть по этому списку, и, может быть, есть утверждения, которые вас удивляют. Some of these were a great reminder to me. Одни из них — это очень хорошие напоминания для меня. The first was every team member will need training and resources for personal and professional growth. К примеру, для меня важно, что каждый потенциальный член команды нуждается в росте и... So as leaders, we are responsible both for the personal growth of the person. Мы отвечаем как лидеры за личный рост члена команды, And also the professional growth. но и за профессиональный рост этого человека. That's a big job and responsibility even to do for one person's life. Скажу, это немало работы помочь одному человеку. That's why we need to focus on our 12, our 3, and our 1, because we can't do that for the Мы не masses. можем сделать это для массово, поэтому нам нужно 12, трое или один. I know this to be true in my own organization. Some team members will grow more than others. Я также это замечаю у себя в команде, что есть люди, которые растут быстрее, чем другие. Some will grow more quickly than others. Не растут другие, не хотят расти. And some, absolutely, no matter how many times I try, will not grow. А есть другие, которые сопротивляются росту. Сколько бы я ни пробовал, они не хотят расти. So I want you to work through these thoughts as a leader. What would you do in each one of these scenarios? Because you will face them. Потому что мы, если просмотрим вот эти, значит, идеи, вы увидите, у вас, каждого из вас будут те или иные сценарии. Because it gets even harder. Some team members will need to be replaced. Потому что доходит до ситуации, когда нам приходится кого-то попросить уйти. Which puts a gap in your organization where you need to Когда ты recruit. просишь кого-то уйти, создается пустота, правильно? Ее нужно чем-то заполнить или кем-то. So these are team building thoughts that you can work through. Давайте мы их быстренько прочитаем. Let's take just a minute and read them all. Okay. Is that okay? Yeah. Давайте пару человек по одному утверждению. Кто желает? Первое утверждение. Ваша первая команда не будет вашей какой? Последней командой. Кто следующий? Кто желает? Давайте. Да, дальше. Кто желает? Все члены команды будут нуждаться в обучении, ресурсах и личностного и профессионального роста. Спасибо. Кто дальше? Некоторые члены команды будут расти больше, чем другие. Прекрасно. Кто-то другой? Некоторые члены команды будут расти быстрее, чем другие. Спасибо. Еще? Некоторые члены команды не будут расти. Угу. Еще? Кто-то еще? Некоторые члены команды вырастут слишком много. Угу. Некоторых членов команды нужно будет удалить. Дальше. И последнее. Некоторых членов команды нужно будет регулировать. Спасибо. Регулировать. Ну и регулировать. Мы все нуждаемся все в регулировке. Все нормально, все нормально. Не-не-не, спасибо. So there's a skill formation in our material. Как мы помогаем людям формировать свои навыки? It asks the question, what are the warning signs when a team member stops growing? Когда мы видим, что человек перестает расти, что, как мы это замечаем? So here's why we work through those team building thoughts. Говоря о вот этих идеях для построения команды, Because you're going to face these kinds of scenarios. у каждого из вас будут те или иные сценарии, которые только что мы их прочитали. So then the material wisely asks us, how do we see these warning signs? So И we can help материал these team очень members. мудро говорит нам о том, как нам правильно заметить, когда член команды не хочет расти или застревает. One thing I might add to that thought process Что я мог бы добавить в этом процессе? is warning signs can be both external and Есть internal. знаки внешние, есть знаки внутренние.
Видимые и невидимые. The external are obviously more obvious, Конечно же, внешние или видимые знаки, их легко увидеть. right? That might be showing up late to meetings or showing Например, up late часто to человек work. приходит, опаздывает. That might be demonstrating a half-hearted effort. К примеру, человек не отдается полностью делу. That might be not being prepared for the event К or the примеру, task. человек не готов для мероприятия или дела. That might be not following through with something they said they would do. Человек обещает, но не делает. That might be they stopped investing in their own leadership К growth. примеру, Like человек, reading, он больше не вкладывает в listening to себя. podcasts. Они не слушают, к примеру, какие-то аудиокниги или подкасты. Right? Those are all external. Это внешние. It's the internal ones that I'm most important. Но для меня самые важные это внутренние, невидимые. Right? What is their attitude К like? примеру, их отношение к делу. Are they hungry? Жаждут ли они учиться? Are they still connected to vision and purpose? Остаются ли они еще связаны с нашим общим видением? Here's Или the- они на своей Here's the волне? main one. Are they personally pursuing Jesus on their own? Второе, еще одно важное, это ищут ли они самостоятельно Господа? And so these are things that we need to pay attention to so that we can address them appropriately. Когда мы говорим о внешних или внутренних, как мы их замечаем? Давайте мы посмотрим. Now, let's pretend that we all have the most incredible team that we've ever had in our leadership journey. Давайте мы себе представим, что у нас есть самая выдающая команда, которую мы себе могли когда-либо представить. Because we have such an incredible team, these are the things that we can expect. И потому что они настолько особая наша команда, чего можно ожидать? Давайте мы посмотрим. Number one, my team makes me better than I am. Самое первое, моя команда делает меня лучше, чем я есть. That's a sign of a great team that they Это actually make хороший us пример better. тому, что есть хорошая команда. Why is that? Because even as good as you are as a leader, Потому что насколько бы мы не были хороши как лидеры, you are not going to be great at everything. скажу, никакой лидер не может быть хорошим во всем. And so you need to surround yourself with Аминь. people. Аминь, аминь. You need to surround yourself with people that are better than Поэтому you. окружите себя людьми, которые лучше справляются в том, в чем вы не справляетесь. And stop expecting yourself to be able to carry it Не out. You're not ожидайте good от at it. себя, что вы сможете все сделать сами. Remember, there are people that love to do what you hate to do. Есть люди, которым нравится делать то, что вы ненавидите. Number two, my team multiplies my value to others. Следующая, моя команда приумножает мою ценность для других людей. I don't say this in a prideful way, И я не говорю это с гордостью. but I wish there were 100 of me. Но я так бы хотел, чтобы было 100 человек, как я. That Клона sounds, моих, да, клонировать себя. that sounds so puffed up. Да, звучит так гордо, извините. But here's the deal. I know I'm all in. Я скажу вам, что я очень посвящен I know нашему I want to видению. honor and glorify Я God. хочу прославить Бога всем тем, что я I делаю. know I want to influence others with the Я хочу gospel. повлиять на людей Евангелием. And I don't know that everybody wants to do И я не that. могу сказать, что все, да, в этом так посвящены. So how do I accomplish that? Как я могу достичь этого? I pour what I value into others so they Что value. я ценю, передаю другому поколению. And when I do that, it multiplies my И этим influence. самым мы приумножаем свое лидерство, когда мы передаем свою страсть, знания и ценности. So through the years of this legacy building, И вот на протяжении этих лет я строю вот это наследие. I now have thousands of people that value what I value. Сейчас я могу сказать, у меня есть тысячи людей, которые ценят то, что я So ценю. it's multiplying my value to others. Этим самым я приумножаю себя и свои ценности в других. Yesterday, when we were in Belts and I was teaching this principle, Вчера, когда я преподавал это в Бельцах, эти принципы другим пасторам и лидерам, one of my students from a ministry 30 years ago один студент, один ученик мой, которого я учил 30 лет тому назад, texted me while I was teaching во this время, когда я преподавал, он написал мне сообщение. because I had placed a Facebook post while John was teaching the prior Когда, session. да, брат Янафан, он преподавал, я просто поставил в Фейсбуке
фотографию. And I said in that Facebook post, I'm in Moldova developing emerging leaders that will И я change сказал, the world. смотрите, я в Молдавии сейчас преподаю новому поколению лидеров, которые изменят мир. And so this young man that I poured value into 30 years Человек, в ago, которого я вкладывал 30 лет тому he назад, scheduled a Zoom call with me yesterday for 2 hours in the coming weeks. а он попросил меня, чтобы мы запланировали 2 часа по Zoom через несколько недель пообщаться. To talk through some leadership struggles that he's facing right now. И он попросил меня наставить его в лидерстве, потому что он проходит через какие-то лидерские So кризисы. that young man still values what I Другими value. словами, этот молодой человек, он ценит еще то, что я ему давал и And although he даю. lives on the other side of our country, Даже если он живет в другой стороне моей страны, he is still multiplying my value. он все равно приумножает и ценит то, что я ему давал. Number 3, my team enables me to focus on what I do best. Моя команда помогает мне фокусироваться на том, что я делаю лучше. If you don't yet have the team you need around you, Если у вас нету той команды, в которой вы реально нуждаетесь, chances are you are not focusing on what you can do тогда, best. возможно, вы не фокусируетесь на том, что вы делаете лучше. Почему? Что у вас отсутствуют эти люди. And I'll tell you what we do as leaders when we find ourselves in that situation. Скажу вам, что мы делаем как лидеры, когда мы занимаемся не тем, что у нас хорошо получается. We end up leading from our strength, from our hip. Да, мы тогда начинаем служить не в нашей силе, а служим, отвечая из-под тишка. So we don't bring the best product because we can't prepare. Почему мы не можем дать лучшее? Потому что мы не имеем время готовиться, и потому что делаем? Реагируем. Number 4, my team helps fulfill my God-given purpose. Следующая моя команда помогает мне достичь осуществить мое предназначение в жизни. That's when leadership really gets fun. Вот именно тогда, когда я живу предназначение, призвание в своей жизни, When your team is working out your vision and you can focus on your main purpose. когда команда помогает вам в достижении видения и высвобождает вас на то, чтобы вы могли жить свое Богом данное предназначение. Number 5, my team expands my influence. Моя команда расширяет мое влияние. Again, that's the idea of Пятое. multiplying what I value. Моя команда расширяет мое влияние. Это роль моей команды. Number 6, my team represents Шестое. me Моя where I команда cannot go. представляет меня там, куда я не могу пойти. Okay, just a reminder, you and I are not God. Ты и я, мы не являемся богами. We cannot be in all places at one Мы не time. можем быть везде, да, одновременно. Right? That's a quality of God. He's Это omnipresent. качество только Божие. То, So, еще раз повторю, это только Божье качество. Никакое другое творение не имеет этого качества быть везде сущим, даже в духовном мире. how do we accomplish something like that? Да? Почему? Как мы достигаем вот этого, что они представляют нас хорошо? We develop leaders who can represent us in places Мы we're not развиваем able to go. лидеров, которые хорошо потом могут нас представить, куда бы они ни пошли. Number 7, my team brings me great joy. Моя команда приносит мне большущую радость. Leaders were not meant to lead alone. Лидеры не призваны руководить самостоятельно, одинокими. Right? God designed it to where we would build teams and Бог collaborate. так захотел, чтобы лидеры создавали команды и вместе, сообща, делали дело. Nothing thrills me more than synergy on a team, working Вы знаете, together. мне так нравится, когда есть синергия, когда каждый дает свою часть для общего блага. That's when it really gets fun as leaders. Это и есть радость вот этого лидерства. Number 8, my team lifts me to a higher level of Моя effectiveness. команда поднимает меня на более высокий уровень. Again, if I had 100 of me, I feel like I could be more effective Если than бы just было бы with one of 100 me. таких людей, как я думаю, был бы намного более эффективным. And I'm after effectiveness not for my glory, Но but for я God's ищу glory. эффективности не для моей славы, а для Божьей славы. So there's an assessment here that you can do for your team, whether it's 2 people or 20 people. Поэтому вы это можете применить, эти принципы, для 2 людей. И эти принципы руководства могут что сделать? Помочь с 20 людьми.
What percentage of these 8 things are you experiencing currently with your team? Какой процент, если вы поставите в процентном соотношении, да, сколько из этих, would you repeat what you said? Yes. What percentage of these 8 compounding results are you currently experiencing on your К team? примеру, сейчас в вашей команде из этих 8, сколько из этого всего вы уже видите или испытываете в вашей команде? If it's below 50%, don't get discouraged. Если меньше 50%, но не разочаровывайтесь. Just take on the responsibility to try to move to the next percentage category. Просто возьмите, сделайте следующий шаг для того, чтобы поднять процент. And one way you could do that would be to work through these 8 principles with your team. К примеру, вы можете собрать команду и сказать, вот 8 принципов, какие из них присутствуют, какие из этих 8 отсутствуют. Even if your team is 2 people, you can still sit down with your other person and say, Даже "This если is ваша what I'm команда after." состоит из 2 людей, пригласите этого человека на общение и спросите, из этих 8, что присутствует и что нет. Okay? I would just encourage you to get an action plan. Да, сделайте этот план действия. All right, that is Хорошо. the end of session 5. Это конец 5-го урока.